Вы изучаете русский язык по учебникам, но когда слышите носителей, вам кажется, что они говорят на другом языке? В учебниках фразы часто слишком книжные и официальные, но в реальной жизни мы говорим иначе. Привет! С вами Олеся, это подкаст Руруленд. Сегодня мы выучим 30 фраз, которые русские используют каждый день на работе, в магазине или при встрече с друзьями. Эти фразы помогут вам звучать естественно и чувствовать себя уверенно в любой компании. Я буду говорить медленно и четко. Кстати, советую использовать технику shadowing – теневой повтор. Если вы не знаете, как это делать, то вам поможет видео на нашем канале. Ссылка на него в описании под этим видео. Слушайте объяснения, а потом повторяйте за мной вслух во время паузы. Поехали! 1. Мы давно не виделись. Эту фразу мы говорим, когда встречаем человека, которого долго не видели. Повторяйте. Мы давно не виделись. 2. Как жизнь? Это отличный способ спросить, как дела? Это неофициальный и теплый вопрос. Повторяйте. Как жизнь? 3. Что нового? Мы спрашиваем это, когда хотим узнать последние новости собеседника. Повторяйте. Что нового? 4. Все по-старому. Это популярный ответ на вопросы «Как дела?», «Что нового?» или «Как жизнь?». Отвечайте так, если в вашей жизни ничего не изменилось. Повторяйте. Все по-старому. 5. Извините за опоздание. Самая важная фраза, если вы пришли на встречу не вовремя. Повторяйте. Извините за опоздание. 6. Что случилось? Мы задаем этот вопрос, чтобы узнать причину проблемы. Например, если вы видите, что ваш друг расстроен. Повторяйте. Что случилось? 7. В чем дело? Похожий вопрос, но более строгий и конкретный. Мы задаем его, когда хотим понять суть проблемы. Например, человек ведет себя странно или что-то идет не так. И тогда мы спрашиваем, в чем дело? Это значит, назови мне причину. Повторяйте. В чем дело? 8. Извините, я не хотела. Это мягкое извинение, если вы сделали что-то случайно. Например, толкнули кого-то. Если вы мужчина, говорите «я не хотел». Повторяйте. Извините, я не хотела. Извините, я не хотел. 9. Ничего страшного. Вежливый ответ на любое извинение. Это значит «не беспокойтесь, проблемы нет». Повторяйте. Ничего страшного. 10. Все в порядке. Универсальная фраза. Если это ответ на извинение, она значит «я не обижаюсь, не волнуйтесь». А если это ответ на вопрос «как дела?», она значит «у меня все хорошо». Повторяйте. Все в порядке. 11. Как прошли выходные?
Это отличный вопрос для начала разговора в понедельник. Вы можете спросить это у коллеги или друга. Повторяйте. Как прошли выходные? 12. У тебя есть планы на вечер? Так мы начинаем разговор, если хотим пригласить человека куда-то. Например, в кино, в ресторан или в гости. Повторяйте. У тебя есть планы на вечер? 13. Не хочешь выпить кофе? Это приглашение пообщаться за чашкой кофе. Слово «не» в начале делает вопрос более мягким и вежливым. Повторяйте. Не хочешь выпить кофе? 14. Давай сходим куда-нибудь. Мы говорим так, когда хотим погулять или развлечься, но еще не выбрали конкретное место. Повторяйте. Давай сходим куда-нибудь. 15. Я знаю одно хорошее место. Используйте эту фразу, если хотите предложить конкретное кафе или ресторан. Повторяйте. Я знаю одно хорошее место. 16. Отличная идея. Говорите так, когда вам очень нравится предложение или план. Это значит «супер, давай сделаем это». Повторяйте. Отличная идея. 17. С удовольствием. Это идеальный ответ на приглашение. Используйте эту фразу, чтобы сказать «да, с радостью». Повторяйте. С удовольствием. 18. К сожалению, я не могу. Это вежливый способ отказаться от приглашения. Это значит «я бы хотел, но у меня уже есть другие планы». Повторяйте. К сожалению, я не могу. 19. У меня к тебе просьба. С этой фразы мы начинаем разговор, если нам нужна помощь друга, коллеги или родственника. Повторяйте. У меня к тебе просьба. 20. Не могли бы вы мне помочь? Это очень вежливая форма просьбы. Так мы обращаемся к незнакомым людям, к старшим или в официальной обстановке. Повторяйте. Не могли бы вы мне помочь? 21. Не подскажете, где здесь? Эту фразу мы используем на улице, чтобы вежливо спросить у прохожих, где метро, аптека, банк, театр. Повторяйте. Не подскажете, где здесь аптека? 22. Когда у тебя будет время? Этот вопрос мы задаем, чтобы выбрать удобный момент для встречи или разговора. Повторяйте. Когда у тебя будет время? 23. Как тебе фильм? Так мы спрашиваем мнение или впечатление человека. Повторяйте. Как тебе фильм? 24. Серьезно? Это эмоциональная реакция. Мы говорим так, когда очень удивлены или не верим тому, что слышим. Повторяйте. Серьезно? 25. Не может быть. Мы используем эту фразу, когда мы очень удивлены или даже шокированы. Это значит «я не могу в это поверить».
Повторяйте. Не может быть. 26. Что ты имеешь в виду? Так мы говорим, если не поняли скрытый смысл или намек. Повторяйте. Что ты имеешь в виду? 27. В смысле? Король русских вопросов. Это короткий и очень популярный аналог фразы «Что ты имеешь в виду?». Повторяйте. В смысле? 28. Извините, мне пора. Вежливый способ закончить разговор и уйти. Повторяйте. Извините, мне пора. 29. Хорошего дня. Пожелание на прощание. Повторяйте. Хорошего дня. 30. До завтра. Мы говорим так, когда прощаемся, но знаем, что увидимся на следующий день. Повторяйте. До завтра. Отлично. Теперь вы знаете 30 фраз для живого общения. Хотите еще? Напишите в комментариях. Спасибо, что были сегодня со мной. И не забудьте подписаться на наш канал. Здесь только практика, только по-русски. Пока-пока!